в романе «Завидное чувство» Веры Стениной здесь совпали два моих давних желания. Первое, мне очень хотелось написать книгу о изобразительном искусстве. И второе, мне давно хотелось написать о таком очень непопулярном чувстве, таком грехе, как зависть. Потому что все грехи человеческие, они так или иначе, люди их пытаются каким-то образом оправдать. Мы можем оправдать жадность, мы можем оправдать ревность, мы можем еще что-то оправдать. Но вот зависть — это самое такое вот порок-порок. То есть вот она совсем плохая. Поскольку я работаю в жанре, который называется магический реализм, то периодически что-то такое интересное, необычное в моих текстах проходит. И я подумала, что было бы интересно наградить героиню даром, талантом, которого, кстати, вот у меня нет, но я бы от такого не отказалась. Она может воспринимать картины иначе, чем все люди. Она не просто видит сюжет, но она ощущает ароматы, которые источают цветы, она слышит музыку, которую играют музыканты и так далее. Но при этом она страдает, мучается от смертельной зависти к своей ближайшей подруге. То чувства людей, они не отличаются, они не зависят от того, где мы живем. У нас могут отличаться условия жизни, какие-то там еще вещи, какие-то нюансы, но в самом главном, в чувствах, которые мы испытываем, у нас нет отличий. И то, что мучает моих героинь, это тоже может мучить девушку в Германии или девушку во Франции там, или в Америке, где угодно. Это не зависит от национальности, ни от чего. Поэтому, может быть, в этом интерес, потому что я думаю, все из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с завистью в разных ее проявлениях. Либо вам завидовали, либо вы завидовали. Вот. А вторая, то, что мне кажется, может быть интересным, это, сейчас во всем мире огромный всплеск интереса к изобразительному искусству. Я думаю, что эта сторона также может быть интересна. И у меня есть объяснение, почему это сейчас интересно, особенно и важно. Потому что мы живем, правда, настолько усложнился наш мир сейчас, что мы ищем опору в чем-то надежном. Но не все могут, например, почерпнуть это в вере, в религии. Так устроен мир сейчас, что это не всем близко. Искусство, да, искусство близко всем, оно понятно всем. И почему мы хотим именно сейчас смотреть на какие-то прекрасные работы, на картины старых мастеров, почему такой огромный интерес к выставкам? Я знаю, что попасть на такую прекрасную выставку в Париже или в Москве, это надо выстоять огромную очередь. И не факт, что ты на нее попадешь. Но ведь такого раньше не было. Это именно следствие последних лет. Мы ищем поддержки у искусства, мы ищем какие-то ответы у этих мастеров, мы просто черпаем в них спокойствие какое-то, получаем от них помощь и поддержку. Я думаю, что искусство — это, в общем, современная религия. Мне кажется, да. И это, опять же, для всех абсолютно подходит, неважно, где ты живешь, сколько тебе лет, на каком языке ты говоришь и так далее, и так далее. Наверное, мои произведения все-таки всегда и грустные, и в них всегда все-таки есть юмор. И юмор этот не прямолинейный. А также у меня всегда в текстах присутствует мой родной город Екатеринбург, город на Среднем Урале, где я родилась и живу. И он как-то всегда появляется, все локации в основном связаны с ним, или еще с Парижем, это второй мой любимый город. Он немножко хуже Екатеринбурга, чуть-чуть. Но он тоже появляется периодически в моих текстах.